Представьте, женщина 38 лет заходит в мой кабинет. Внешне успешная, но глаза выдают тревогу. Она говорит: доктор, мне кажется, что со мной что-то не так. Месячные стали короче, энергии нет совсем. А врач сказал, что мой АМГ почти на нуле. Это что, конец? Каждая третья женщина после 40 сталкивается с ранним истощением авариального резерва, даже не подозревает об этом. А сейчас, в настоящее время, это происходит у женщин после 30-35 лет. А ведь именно в этот момент еще можно многое изменить. Если вы или ваша подруга заметили хотя бы один из признаков, о которых я сегодня в этом видео расскажу, то посмотрите это видео до конца, обязательно им поделитесь. Она занимает высокий пост на госслужбе. Она привыкла решать любые проблемы, без исключения. Но свое здоровье она всегда откладывала на потом. «У меня ведь все всегда работало как часы», — сказала она мне. «Месячные были регулярными, только немного короче обычного. Иногда меня накрывала раздражительность, бессонница. А кто не устает в нашем ритме жизни?» Когда Елена решила проверить гормоны, результаты ее шокировали. Она была прямо... слов у нее не было. АМГ ниже нижней границы нормы. ФСГ высокий. Гинеколог ей сказала одну фразу, которая просто выбила почву из-под ног. Ваш потенциал репродуктивный почти исчерпан. Эта история не только о Елене. Это может быть история о вас или о ком-то, кого вы не знаете. Кстати, если вас интересует, как естественными методами снизить ФСГ, повысить АМГ, у меня уже есть специальный мастер-класс, где я подробно рассказываю и разбираю протокол без использования синтетических гормонов. А сейчас, прямо сейчас, как и обещал, давайте разберем 7 ранних признаков, которые могут указывать на начало истощения авариального резерва, истощения ваших яйцеклеток. Это как система раннего оповещения, которое ваше тело посылает задолго до серьезных проблем. Итак, первый признак – это изменение продолжительности менструального цикла. Это может быть незаметным, но очень важным сигналом. Если цикл, который раньше был стабильный, сейчас начинает сокращаться, становится короче 28 дней, 25 дней или наоборот удлиняется больше 35-40 дней, это первый тревожный звоночек. Представьте себе авариальный резерв как песочные часы. Когда песка много, часы работают стабильно. Но когда песка становится меньше, время течет иначе, то быстрее, то медленнее, то вообще не течет. Так и с вашим циклом. Сейчас важно понимать, что это не ваша вина. Это естественный процесс, но он может начаться раньше из-за генетики, из-за стресса, из-за воздействия токсинов, из-за других факторов, многие из которых мы с вами, вы сможете скорректировать. Второй признак. Менструации становятся более скудными. Если раньше ваши месячные были обильные первые 2 дня, а сейчас они стали заметно меньше, это тоже может быть признаком того, что яичники производят меньше половых гормонов. Эндометрий становится тоньше. Многие воспринимают это как благо, меньше дискомфорта. Но для вашего тела это сигнал. Это как река, которая из полноводной становится слабеньким ручейком. Да, течение все еще есть, но мощность-то уже не та. И это не просто про фертильность, это про ваше здоровье тела, организма в целом. Третий признак – это изменения в эмоциональном состоянии, которые якобы привязаны к циклу. Вы замечали, что за 3-7 дней до месячных стали более раздражительны, чем раньше? Замечали? Или появилась какая-то необъяснимая тревожность, резкие перепады настроения, которых не было год назад?
год, 2 назад, 3. Представьте гормональную систему как оркестр, где каждый инструмент должен звучать в своем определенном ритме, в свой определенный момент с определенной громкостью. Когда яичники начинают уставать, в кавычках уставать, нарушается эта слаженность. Один инструмент звучит слишком громко, другой едва слышен. Результат – эмоциональный диссонанс, который вы чувствуете особенно сильно перед месячными. Многие женщины думают, что просто стали нервными с возрастом или все это стресс на работе. Но скорее всего, ваше тело хочет вам сказать что-то очень важное. Через пару минут я поделюсь с вами простым тестом, который сможет определить, он поможет вам понять, связаны ли ваши эмоциональные качели с гормональными изменениями. Поэтому продолжайте смотреть это видео. Четвертый признак – это сложности со сном, особенно во второй фазе цикла. То есть вы просыпаетесь в 3-4 часа утра и больше не можете заснуть. Или засыпаете с трудом за неделю до месячных, хотя раньше такого не было. Да? Бывает у вас такое? Это может быть связано с дисбалансом между эстрогеном и прогестероном. Когда овариальный резерв снижается, прогестерона производится недостаточно. А именно этот гормон отвечает за качественный сон, за чувство безопасности и спокойствия. Он как охранник, который должен дежурить у ворот вашего сна. Но в последнее время что-то он все чаще покидает свой важный пост. И знаете что? Я вижу множество женщин, которые годами принимают снотворное, даже не подозревая, что корень проблемы в начинающемся раннем истощении яичников, который можно скорректировать прямо сейчас. Пятый признак – это проблемы с кожей и с волосами. После 35-40 лет вдруг появилась сухость кожи, которой не было раньше. Есть такое? Волосы стали тоньше, на расческе остается больше волос, чем год назад или 2. Поймите, ваша кожа и волосы – это зеркало вашего гормонального здоровья. Эстроген отвечает за увлажненность кожи и ее упругость. Когда она становится меньше, коллаген разрушается быстрее. Это как почва, почти как почва, которая была без достаточного полива долго, она начинает трескаться и терять плодородность. Многие бегут за косметикой к косметологу, но не понимают, что корень проблемы глубоко внутри вашей эндокринной и нервной системы. Шестой признак. Необъяснимая усталость в определенные дни менструального цикла. Возможно, вы замечали, что иногда, просто иногда, без видимых причин, энергия просто покидает вас. Особенно это заметно в дни перед менструацией или во время овуляции. Раньше вы могли легко справляться со своими делами, а теперь к вечеру чувствуете вы полное истощение. Есть такое? Это как аккумулятор, который раньше держал заряд весь день, а теперь уже к 12 часам требует к обеду, требует подзарядки. Гормональная система – это и есть ваш энергетический аккумулятор. И когда яичники производят меньше гормонов, меньше в разы, страдает вся система энергообеспечения. И седьмой признак, это снижение либидо и дискомфорт при сексуальной близости. Это табуированная тема, о которой многие стесняются говорить. Но, возможно, вы заметили, что ваше сексуальное желание в последнее время уменьшилось по сравнению с тем, что было 2-3 года назад. Или, возможно, появилась сухость во время близости. Это может быть еще одним признаком того, что ваши яичники производят меньше гормонов. Представьте, что либидо – это костер, для поддержания которого нужен определенный баланс топлива. Эстрогена, прогестерона, тестостерона.
Когда этого топлива становится меньше или пропорции нарушаются, огонь начинает затухать. И важно понимать, это не про возраст, это не про усталость от отношений. Нет, ни в коем случае. Это биохимия, которую можно и нужно корректировать. И в конце видео я отвечу на 3 ваших главных вопроса, которые волнуют всех женщин, почти всех женщин без исключения. Вы получаете максимум пользы от просмотра этого видео. И вы можете правильно прямо сейчас оценить состояние вашего авариального резерва. Поэтому продолжайте смотреть. Я обещал простой тест, который поможет оценить влияние ваших привычек на свою овуляцию. Вот он. Внимание! Ответьте честно, сколько из перечисленных симптомов вы замечали за последние 3 месяца. Первое. Усталость, которая не проходит после отдыха. Нарушение сна, особенно пробуждение между 2 и 4 часами ночи. Перепады настроения, не связанные с внешними причинами. Снижение либидо или изменение чувствительности. Туманное мышление, сложности с концентрацией, новые проблемы с кожей, акне, сухость кожи, жирность, изменение характера менструаций, продолжительность, обильность, возможно, болевой синдром, дисменорея, новые проявления ПМС, которых раньше не было, необъяснимые скачки веса, особенно в области живота, постоянно холодные руки и ноги даже в теплую погоду. И если вы отметили 3 и более симптома, о которых я сказал, то, скорее всего, велика вероятность, что ваши привычки уже влияют на качество овуляции, даже если внешне ваш цикл кажется регулярным. Но давайте вернемся к истории с Ольгой, с которой я начал этот разговор с вами. Когда мы проанализировали ее историю, выяснилось, что первые признаки истощения появились еще 5 лет назад. Сначала ее 28-дневный цикл сократился до 25 дней, а она даже радовалась. Ой, как хорошо! Меньше неудобств. Потом начались проблемы со сном. Она просыпалась в 4 утра за неделю до менструации. Это все списывала на стресс на работе. Затем появилась сухость кожи. Она купила крем подороже. Появилась усталость, особенно во 2-й фазе цикла. Стала пить больше кофе. Уже 4 признака из 7. И ни один врач не связал эти точки в единую картину. Почему? Да просто потому, что приходилось с каждой проблемой отдельно ко всем. К дерматологу с кожей, к терапевту с усталостью. А целостную картину никто не увидел, кроме меня. Когда мы начали комплексную работу, которая включала в себя изменение питания, определенные добавки, травы, фитотерапия, психотерапия, работа со стрессом, психотерапевтическая, ее гормональный профиль очень улучшился за 4 месяца. ФСГ снизился, симптомы уменьшились приливов. Нет, я не вернул ей авариальный резерв 30-летней женщины. Это невозможно. Но она значительно улучшила качество своей жизни и замедлила процесс старения. Важно понимать, у каждой женщины своя история. Но есть универсальные шаги, которые работают для всех. Для всех. Шаг 1 – это утренний ритуал для своих яичников. Каждое утро, еще до завтрака, вы выпиваете стакан теплой воды со щепоткой морской соли и чайной ложечкой лимона. 200 грамм воды. Это простое действие запускает правильную работу надпочечников, которые поддерживают функцию яичников. Затем вы 5 минут, 3-5 минут глубоко дышите животом. Положите одну руку на живот, вторую на грудь. Дышите так, чтобы двигалась только нижняя рука на животе. Поймите, это очень важно. Это улучшает кровообращение в малом тазу и снижает уровень кортизола. И помните, даже при низком АМГ качество оставшихся яйцеклеток может быть
хорошим. Это как книжный шкаф. Важно не только количество книг, но и их качество. Шаг второй. Правило здоровой тарелки для яичников. При каждом приеме пищи половина тарелки должна состоять из цветных овощей, четверть из качественного животного белка и четверть из сложных углеводов. И обязательно добавьте ложку хороших жиров, орехи, оливковое масло, гхи, топленое коровье масло. И особое внимание уделите антиоксидантам. Это зелень, ягоды, цветные овощи, которые содержат вещества, которые защищают ваши яйцеклетки от всех повреждений. И шаг третий – это эмоциональная гигиена. Каждый вечер перед сном проводите 10 минут для эмоциональной уборки своего сознания. Вспомните мысленно день и отпустите у себя в голове все негативные эмоции. Можете представить, как они уходят с выдохом, или записать их на бумаге и порвать в своем воображении или в реальности. Затем подумайте о 3 вещах, за которые вы благодарны сегодняшнему дню. Это не просто позитивное мышление. Это конкретная биохимическая поддержка ваших гормонов. Прямо конкретная. Куда еще конкретнее? Хронический стресс, негативные эмоции, они буквально сжирают ваш авариальный резерв. А вы даже об этом и не догадываетесь. Эмоциональная гигиена – это необходимость, а не роскошь для вашего репродуктивного здоровья. Если все то, о чем я вам сейчас сказал, вам близко, и вы хотите узнать больше о том, как естественным образом улучшить свое репродуктивное здоровье, то для вас хорошая новость. Я сделал для вас в записи мастер-класс по естественному снижению ФСГ и улучшению, повышению АМГ. На нем я даю вам информацию, которую использую в своей практике более 25 лет. Тысячи женщин получили пользу. Это не волшебная таблетка. Это системный подход, основанный на последних научных данных и проверенных временем натуральных методах. Помните историю Ольги? Именно этот мастер-класс помог ей и десяткам, сотням других моих пациенток улучшить АМГ, снизить ФСГ, восстановить овуляцию натуральными способами. Ссылка на мастер-класс уже есть под этим видео. А теперь ответы на 3 частых вопроса, которые мне задают. Вопрос первый. Доктор, а можно остановить авариальный резерв после 45 лет? Да, можно замедлить снижение и улучшить качество оставшихся яйцеклеток в любом возрасте. Конечно, в 25 лет это проще, чем в 45, но потенциал есть всегда. У меня была пациентка 52 года, которая смогла естественным образом зачать, забеременеть, выносить здорового ребенка Это все было после года работы по восстановлению ее репродуктивного здоровья. Главное – не опускать руки и работать системно. Второй вопрос. Доктор, а если я принимаю гормональные контрацептивы, это влияет на яичники? Да, влияет. Длительный прием гормональных контрацептивов маскирует проблемы с авариальным резервом. Это не решает никаких проблем. Более того, после отмены часто яичникам требуется долгое время, чтобы начать работу самим. И третий вопрос. Доктор, обязательно ли сдавать анализы или можно ориентироваться только на симптомы? Ну что вам сказать, анализы важны, но они показывают только текущее состояние, а не потенциал. У меня были пациентки с прекрасными анализами, но плохим самочувствием и наоборот. Ваше тело знает о себе больше, чем любые анализы. И последнее, самое важное, пожалуйста, запомните. Снижение авариального резерва – это не конец истории, ни в коем случае. Это начало нового этапа, более осознанного отношения к своему здоровью. Ваши яичники могут быть
не такими молодыми, как в 20 лет. Но они могут быть гораздо здоровее и функциональнее, чем сейчас. Это возможно. Что сейчас нужно делать? Нужно дать им правильную поддержку. Если вы хотите изучить эту тему глубже, приходите, я приглашаю вас на свой мастер-класс «Естественное восстановление авариального резерва». Там я подробно разберу протоколы работы с яичниками, протоколы работы с увеличением фолликулярного запаса, простые персональные рекомендации. Это не коммерческое мероприятие, нет. Я не продаю ни БАДы, ни лекарства. Моя цель – дать вам знания и инструменты для самостоятельной работы со своим репродуктивным здоровьем. Ссылка есть в описании под этим видео. И помните, ваше репродуктивное здоровье – это не только про беременность, это про энергию, про красоту, про настроение, про качество жизни в целом. Заботьтесь о себе, заботьтесь о своих яичниках, и они будут заботиться о вас. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Напишите позитивный комментарий, поставьте лайк, мне будет очень приятно. И я, как всегда, желаю вам счастья. Всегда ваш доктор Павел Сапего.